Всех приветствую на моем канале. Многие меня просили повязать для деток. Я решила связать вот такую шапочку, очень теплую, двойную. Она удобная, у нее есть такие вот ушки, и вашему ребеночку в ней точно будет тепло. Сейчас вам сюда поставлю видео, как она смотрится. Ребенок от нее в восторге, очень теплая получилась, удобная, как я уже сказала. Связать вы ее можете и для мальчика, и для девочки. Меняйте только цвет пряжи. Ну и для девочки, конечно, делайте помпон более объемный. Вязала я шапочку по кругу. В ней нету никаких швов. Даже не видно стыка рядов. Все получается очень аккуратно. Вот это вот наборный край между серым и синим полотном. Выполняется здесь наборный ряд открытыми петлями, то есть здесь нет никакого грубого шва, все идет петля в петлю. Такую шапочку вы даже можете связать для совсем маленького ребенка, который еще лежит в коляске. Ему не будет ничего давить, потому что швов нету. Шапочка двойная, но я ее полой резинкой не вязала. Не люблю вязать ее по кругу, она слишком требует много внимания. То есть я выполнила набор петель, связала несколько рядов резиночкой для внутренней стороны шапочки. Потом, смотрите, сдвинула резиночку на одну петлю. Здесь вот видно. И это нужно для того, чтобы шапочка более четко сгибалась. И связала 4 сантиметра резиночки для внешней части шапочки и потом уже на высоту шапки. Для вязания такой шапочки вам нужно будет снять всего лишь 2 мерки. Это обхват самой головы ребеночка и такая мерка от одной мочки уха до второй мочки уха через макушку головы. Благодаря этой мерочке мы узнаем глубину шапки, то есть вот эту мерку от мочки до мочки мы делим пополам, и у нас получается высота шапки, то есть высота полотна, которую нам нужно связать. Вяжется все без сложных расчетов и убавлений. То есть мы вот рассчитали высоту шапочки, поделив на 2 эту мерку. Такую высоту нам нужно связать как бы трубу. И, конечно, диаметр трубы должен подходить диаметру головки. Причем мы здесь не будем выполнять сложные убавления, рассчитывать макушку. Все будет максимально просто. Вы связали высоту шапочки, исходя из мерки, вот этой вот, которую мы разделили пополам. И затем просто начинаем выполнять убавки, провязывая 2 петли вместе во всем ряду. То есть сразу же провязали ряд убавок, количество петель в 2 раза уменьшилось. Еще ряд убавок, еще в 2 раза уменьшили петли. И таким образом будем убавлять, пока количество петель не будет равно 15, там плюс-минус 4 петли. У меня, допустим, получилось вот в этой шапочке 2 убавочных ряда. То есть я 2 ряда подряд вязала по 2 петли вместе. Если у вас будет более тонкая пряжа, допустим, у вас может получиться 3 ряда. После этого все петельки будем закрывать. И такой метод закрывания называется ромашка. Очень удобный, очень классный. Пряжу я использовала Alize Lana Gold Classic. Это вот эта синяя пряжа. И снизу это Alize Lana Gold Fine. Это одинаковая пряжа, отличается только толщиной. И Fine я вязала в 2 ниточки. Она примерно получается такой же толщины, как Classic. Смотрите, я сначала связала верхнюю часть шапочки, как я уже сказала, а затем вот эту нижнюю часть шапочки довязала. Свернула все пополам и уже полотна соединила. То есть у меня шапочку вот так вот вывернуть нельзя, что очень удобно, если ребенок ходит в садик, у него ничего не развалится, не распадется, и он даже сам сможет ее спокойно и удобно надеть. Я соединила оба полотна шапочки и вот здесь вот уже начала формировать убавление. То есть вязала по 2 петли вместе в каждом ряду. Также я вам расскажу, как рассчитать ширину вот этого ушка, как его сделать на нужном месте. Это все очень просто рассчитывается, но уже дальше по ходу вязания вам все расскажу. Такая шапочка у вас получится, даже если вы новичок, потому что здесь не нужны большие навыки. Все вяжется максимально просто и легко. Кстати, шапочку, вот эту верхнюю часть, вы можете даже украсить каким-то узором. То есть поэтому даже удобнее вязать ее не полой резинкой, а 2 полотнами. Чтобы меньше путаться и все было просто и легко. Ушки, кстати, у меня связаны полой резинкой. И вязочка, она цельная с ушком. Это полый шнур, который вяжется спицами. И вязала этот полушнур я из 2 петель.
Если вы хотите связать такую шапочку вашему ребенку, то ставьте лайк, мне будет очень приятно. Также не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И давайте начинать! Я буду выполнять открытый набор петель. Для этого мне понадобится цепочка из воздушных петель, выполненная крючком. Я ее поворачиваю изнаночной стороной кверху. Здесь имеются вот такие вот протяжки. И я ввожу спицу под эту протяжку. Спица у меня 3,75. Беру нашу нить основного цвета и начинаю производить набор петель. То есть просто под протяжку ввожу спицу и выполняю петлю. Нам нужно набрать четное количество петель. Я набрала 66 петель. Теперь соединяю вязание в круг и свяжем 2-3 сантиметра резинкой 1 на 1. Вязать можно как на 5 спицах, так и на спицах на леске методом Magic Loop. Я провязала 6 рядов резинки 1 на 1, и это будет внутренняя часть отворота. И свяжем еще несколько рядов резинки. Я свяжу примерно 4-5 сантиметров. Это уже и будет сам отворот шапочки. Только резинку сдвинем, то есть там, где у нас изнаночные дорожки, будем вязать лицевые, а там, где лицевые дорожки, будем вязать изнаночные. То есть нужно резинку как бы сдвинуть чуть-чуть. Вот сейчас у меня петля лицевая, я ее провяжу изнаночной. Следующую лицевой. Благодаря этому в этом месте образуется сгиб, который уже не будет сбиваться во время носки шапочки. Сдвигаем резиночку на пол раппорта и вяжем также резинкой 1 на 1 примерно 4-5 сантиметров. Я провязала после того, как мы сдвинули резинку на пол раппорта, еще 10 рядов. Посмотрите, что получилось. Хорошо видно вот это место перехода между резинками. В этом месте наша резинка хорошо сгибается. И внутренняя часть отворота уходит вовнутрь шапочки. Вот это теперь сам отворот. Дальше мы переходим на вязание лицевой гладью и вяжем уже нашу шапочку на необходимую высоту. Вот эта вот часть отворота также входит в высоту шапочки. Переходим на вязание лицевыми петельками. Здесь нужно внимательно следить, так как изнаночную петлю приходится вязать за заднюю стенку, лицевую петлю за переднюю. Не спутайтесь в этом моменте, чтобы петли не получились скрещенными. А все последующие ряды мы будем вязать петли только за переднюю стенку, выполняя их лицевыми. Я уже провязала на нужную высоту шапочки. Лицевой глади получилось 38 рядов. И если я подогну вот эту часть резинки, то всего у меня высота 19 сантиметров. Теперь мы пока откладываем наше вязание. Берем спицы также 3,75. Я беру пряжу другого цвета. У меня это пряжа Alize Fine. Она тоньше, поэтому я использую ее в 2 сложения. Ищем начало ряда. И посмотрите, у нас по воздушной цепочке вот здесь остались вот такие вот протяжки. И мы сейчас вводим спицу под протяжку и начинаем набирать петли. Должны набрать точно так же 66 петель. Под каждую протяжку я ввожу спицу. Протяжки хорошо видны на контрастной нити. И выполняю набор петель. Когда все петли будут набраны, я провяжу несколько рядов лицевой гладью, чтобы у меня также получилась высота 19 сантиметров, считая вот эту вот маленькую часть резинки. Я провязала
в обе стороны, вот от этого места на резинке, высоту шапочки, это 19 сантиметров. Теперь нам уже больше не нужна вот эта вот вспомогательная цепочка из соединительных столбиков. Ее можно распустить, потянув за один конец цепочки. Постепенно ее убираем. Я убрала воздушную цепочку. Необходимо внутри шапочки спрятать все хвостики. И теперь мы будем серую часть шапочки убирать вовнутрь по линии на резинке, где у нас произошел сдвиг раппортов. Мы сгибаем нашу шапочку и серую часть заворачиваем вовнутрь. Теперь приступим к формированию макушки. Берем наши основные спицы 3,75. Я беру синюю рабочую нить, и сейчас мы будем соединять внутреннюю и наружную часть шапочки, провязывая петли вместе. Посмотрите, я подхватываю синюю петельку с одной спицы, серую петлю со второй спицы и провязываю их сразу же 2 вместе. И обе петельки скидываю со спицы. Подхватила с одной спицы, со второй и вяжу их 2 вместе. Таким образом мы провязываем весь ряд до конца. Я провязала все петли вместе. Вот что получилось. В следующем ряду мы будем вновь вязать все петельки вместе. Провязываю их за переднюю стенку, подхватываю обе петли и вяжу лицевой. Количество петель за этот ряд должно уменьшиться в 2 раза. Мы до конца ряда вяжем все петли парами. Я довязала ряд до конца. Теперь у меня на спицах 33 петли, ровно в 2 раза меньше. И в следующем ряду мы вновь будем вязать все петли парами. Также лицевой за передние стенки я подхватываю петлю и провязываю лицевой ее. Вяжем так весь ряд до конца. Я провязала все петли парами, и у меня осталась одна петля. Я ее вяжу лицевой и возвращаю обратно на спицу. И сейчас мы будем закрывать нашу макушку методом ромашка. На спицах у меня осталось 17 петель, то есть это как раз достаточное количество петель для того, чтобы приступить к закрыванию. Примерно так и должно получиться, 15 плюс-минус пара петель, и вы можете уже закрывать. Если у вас значительно большее число петель, то нужно провязать еще один ряд парами. Вот у меня вот эта петля, которую мы провязали одну, и я беру вторую петлю и накидываю ее на эту, на первую, на провязанную. Опять беру следующую петлю, подтягиваю и накидываю. И таким образом мы все петли накидываем на эту провязанную петлю. Каждую петлю необходимо подтягивать. Выполняем такую процедуру со всеми петлями. Я уже перекинула все петельки. Вот у меня последняя петля, которую я перекинула, она такая вытянутая получается. Я обрезала рабочую нить, и теперь эту петлю, которая на спице, начинаю вытягивать. И хорошенько ее подтягиваю. Посмотрите, наша макушка идеально стянулась. Теперь этот хвост нужно вытянуть на изнаночную сторону и там спрятать. Я спрятала остаток рабочей нити. Получилась аккуратная макушка. И по изнаночной стороне
Дальше мы будем выполнять ушки для нашей шапки. Для этого мы общее количество петель, которое мы набирали, я набирала 66, делим на 5 частей. В моем случае получается 4 части по 13 петель и 1 часть 14 петель. 2 части это будет наша передняя часть шапочки. То есть я беру 2 части по 13, 26 петель это передняя часть шапочки. Затем следующая часть 13 петель будет ушко, затем 14 петель это одна из частей затылок, и последняя 5-я часть 13 петель это второе ушко. Так как у нашей шапочки нету шва, нигде нет какого-то стыка, мы можем просто взять любую часть нашей шапочки и начнем набирать ушко. Посмотрите, буду вводить прям в нашу резинку спицу, то в лицевую, то в изнаночную дорожку, и подхватывая вот при этом пару ниточек. То есть не хватайте за одну нитку, то она вытянется и будет образовываться дырка. За пару ниточек вот я в лицевую дорожку ввела спицу и выполняю петлю. Ушко будем вязать полой резинкой, поэтому после каждой набранной петли выполняем накид. Я набрала одну петлю, накиды за петлю пока не считаем. Ввожу теперь спицу в изнаночную дорожку, также подхватив 2 ниточки и набираю вторую петлю. Накид. Затем из лицевой дорожки 3-ю петлю. И таким образом должны набрать 13 петель, не считая накиды. Я набрала петельки для ушка. Всего получилось вместе с накидами 25 петель. И после последней петли я накид не выполняла. Поворачиваем шапочку изнаночной стороной. И будем вязать само ушко полой резинкой. Кромочную петельку я снимаю. Накиды буду провязывать лицевой скрещенной. То есть вот у меня идет накид. Я его вяжу не за переднюю стенку, как он ко мне лежит, а вяжу за заднюю стенку, чтобы при провязывании сам накид скрещивался. Петли, которые мы набирали, снимаю нить перед работой. Опять накид лицевой скрещенный, петлю снимаю. И таким образом вяжем до конца ряда. Я уже довязываю, мне осталось 2 петли, накид, вяжу его скрещенным. И последняя кромочная петля, чтобы она вот так вот не вытягивалась у нас, мы остаток нити, вот этот кусочек нити рабочий, вот так я вытяну петлю и просто вовнутрь петли протяну. Тогда у нас петля будет более крепкой. Видите, она уже так не вытягивается. И провязываю ее лицевой, это будет кромочная петля. Разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд. Кромочную я снимаю. Следующая петля на спице у меня идет изнаночная. Я ее снимаю, нить перед работой. Вторую петлю вяжу лицевой. Изнаночную снимаю, нить перед работой, петлю вяжу лицевой. И так весь ряд до конца. Я уже довязываю ряд, изнаночную снимаю, нить перед работой и провязываю кромочную петлю лицевой. Поворачиваем вязание. И сейчас будем вязать, повторяя постоянно второй ряд. То есть мы будем вязать только лицевые петли, а изнаночные всегда будем снимать нить перед работой. Первая петля идет лицевая, я ее вяжу, вторая изнаночная, снимаю нить перед работой. И таким образом нам нужно будет провязать примерно 4 сантиметра. Постоянно вяжем только лицевые петли, изнаночные снимаем нить перед работой. Я связала 4 сантиметра, получилось всего 16 рядов. Количество рядов должно быть обязательно четным.
То есть получилось у меня по 8 как бы рядов лицевой глади с каждой стороны нашего ушка. Дальше будем формировать убавление. Я разворачиваю наше вязание. И мы в конце каждого ряда будем провязывать 3 петли вместе. То есть я сейчас провязываю все петли. Также полой резинкой вяжу только лицевые. Изнаночные петли я снимаю, нить перед работой. И когда останется 3 последних петли, я их провяжу 3 вместе. На спице у меня 3 последних петельки, вяжем их вместе за передние стенки. И таким образом мы будем в каждом ряду 3 последние петли провязывать вместе до тех пор, пока на спицах не останется 2 петли. Все остальные петельки мы вяжем по рисунку. У меня осталось на спицах 3 петли, нужно нам 2. Я сейчас кромочную снимаю и вяжу только 2 петли вместе. Все, на спицах осталось 2 петельки, и теперь мы будем вязать веревочку полым шнуром. Смотрите, для этого я сейчас спицу выдергиваю, но не до конца. Рабочая нить у меня возле второй петли. Вяжу первую петлю лицевой за переднюю стенку, кромочных здесь нет, и затем вторую петлю также лицевой за переднюю стенку. И вновь передвигаю петельки на другую спицу. У меня всегда будет получаться, что как бы рабочая нить возле крайней петли. И вновь вяжу за переднюю стенку лицевой петлю первую и вторую. Выдергиваю спицу, чтобы перенести петли на вторую. Рабочая нить возле второй петли и вновь вяжем 2 лицевой. И таким образом на необходимую длину завязочки выполняем полый шнур из 2 петель. Я уже связала шнурок на необходимую длину. В растянутом виде он примерно 40 сантиметров. Обрезаем рабочую нить, оставив небольшой хвостик. Посмотрите, я передергиваю обратно спицу, разворачиваю. Теперь у меня рабочая нить возле первой петли, и я беру вторую петельку и накидываю на первую. И теперь вот этот хвостик продергиваю сквозь петельку. Дальше мы при помощи крючка спрячем хвостик внутри шнурка. Просто подхватываю дужку от петельки, от косички и таким образом прячу там хвостик. Продернула хвостик, и теперь на кончике шнурка я просто завязываю узелок. Все, и этот хвостик обрезаем под корешок. Все, наше первое ушко готово. Теперь будем вязать второе. Для этого мы от нашего ушка должны отсчитать 14 петель, которые мы оставили согласно нашим расчетам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И вот с этой вот петли, то есть с изнаночной дорожки, начнется наше второе ушко. Ушко у нас 13 петель, поэтому отсчитываем еще 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот с этой вот изнаночной дорожки начинаем набор петель. Выполняем его точно так же, как и для первого ушка. После каждой петли набранной делаем накид. И вяжем точно так же второе ушко.
Я уже выполнила оба ушка. Теперь я покажу, как спрятать вот эту ниточку, которая осталась при наборе петель для ушек. Мы уже и так ее закрепили, когда провязали, протянули ее сквозь кромочную петельку. Но сейчас мы ее будем прятать. Посмотрите, вот здесь вот у нас есть лицевые петельки. Я подхватываю крючком одну дужку лицевой петельки. Потом под ней петелька лицевая, тоже дужку подхватываю. И еще одну дужку. Всего 3 подхватила дужки. И сквозь эти дужки просто протягиваю наш хвостик. И он аккуратно прячется внутри. И сам хвостик уже прячу внутри самого ушка. Теперь приступим к изготовлению помпона. Берем хвостик рабочей нити и начинаем вот таким образом на 4 пальца наматывать. Нужно будет сделать около 80 витков. Если вы шапочку вяжете для девочки, тогда помпон можно выполнять побольше, и наматывание производите вот так через ладонь и через большой палец. Ну и витков тогда нужно будет сделать в 2 раза больше. Я выполнила около 80 витков. Теперь снимаю все с пальцев и беру небольшой остаток рабочей нити и ровно по центру связываю вот эти вот витки. Образуется как бы вот такой вот бантик. Нужно достаточно крепко связать. Выполняю несколько узлов. Хвостики эти обрезать не надо от рабочей нити. Мы ими зафиксируем помпон к шапке. Держим их отдельно. И теперь вот эти вот витки нашего бантика необходимо разрезать при помощи ножниц. Ножницами выравниваем помпон. Я уже выполнила помпон, теперь мы его будем прицеплять к шапочке. Возле отверстия вводим крючок, берем одну ниточку помпона, которым мы связывали, и выдергиваем на изнаночную сторону. С противоположной стороны отверстия также вводим крючок и подхватываем вторую ниточку от помпона. Это та ниточка, которой мы связывали. Теперь с изнаночной стороны эти ниточки завязываем на узелок, крепко прикрепляя помпон. Кончики нити от помпона прячем внутри при помощи крючка или иглы, как удобнее. И сам хвостик я спрячу внутри шапочки. И точно так же поступаем со вторым хвостиком. Я закрепила помпон на шапочке. Наша шапочка готова. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео с вашими друзьями. Не забудьте, кстати, еще нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, которые выходят на моем канале. До скорых встреч. Всем пока-пока.